Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре кроссовочки от Adidas, наконец-то, потому что в последнее время удавалось снимать только кроссовки от Puma. Здесь же скорее будет не только, скажем так, мини-обзор, но и отзыв про эти кроссовки, так как им уже не один месяц, их относили достаточно длительный период времени и есть что о них рассказать. Моделька это X9000L2, разработанная, как указывается, Adidas для бега, но в целом их можно рассмотреть запросто, особенно вот конкретно эту версию для каких-то аэробных, ну даже и анаэробных упражнений, потому что все-таки фиксация здесь позволяет это сделать, и мы сейчас все более подробненько разберем. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, справа в углу кружочек, кликаем на прямоугольничек, подписываемся, и впереди будет еще много различных видео. Надеюсь, вы будете с нами. Вид у них уже немножко заюзанный, я их пытался оттереть, но все равно это не так-то просто. Есть минус именно в подошве, сейчас мы тоже это все подробненько разберем. Значит, в целом начнем с верхней части. Верх здесь выполнен из такого как бы текстиля, который называется Prime Green, или Prime Green, как правильно, не знаю. Но в целом это переработанный материал, это переработанный пластик, который здесь, собственно говоря, на 50% составляет в составе верха этих кроссовок. ТПУ-вставочка в пятке, такой себе каркас жесткости. Хил ярко выраженный, достаточно высокий, но на удивление он сконструирован таким образом, что он практически никак не натирает. И это его безусловный плюс. Шнурки обычные, то есть прорезиненные вставки, имеют разность по выступам для лучшей фиксации. Прорезиненные элементы на носочке, если правильно выбрать размер, возможно, он даже будет защищать от истирания. Но в целом, в основном, ноготь попадает примерно вот эту вот часть. Но за это время, сейчас нащупаю, ничего не произошло. Вот этот вот текстиль, не сказал сеточка, но в целом это больше напоминает какой-то трикотажный вязаный материал. Достаточно прочный и при этом хорошо дышащий. Он просвечивается, это можно увидеть вот на свету. Фирменные 3 полоски, тоже прорезиненные. Ну, по сути, тоже какую-то жесткость, я думаю, они несут, но больше, конечно же, это визуальный брендинг. Полоска интересно идет, оранжевая, контрастная. В целом, по объединению цветов, вот это вот, пожалуй, самый такой оптимальный вариант. Есть еще версия в черно-белом цвете, но она, пожалуй, менее яркая. И среди мужских и унисекс моделей тоже есть самые различные варианты. Мы можем увидеть разные исполнения, там есть на разную погоду, то есть вариант, в принципе, на выбор есть. Перейдем теперь к внутренней части. Внутренняя часть выполнена из такого атласного текстиля, который очень даже неплохо наполнен, особенно если вот этот валик взять. Он вверху достаточно плотненький, имеется шов дополнительный. Не знаю, что это за конструктивный такой ход, но, наверное, для усиления, что ли, или чтобы закрепить какую-то подушечку внутри. Так же самое и в задничке. Все это чувствуется, за исключением вот внизу, там где оно как арка, пятка заходит и, соответственно, нормально фиксируется. Язычок с ярлычком. Делаются они в Индонезии. Модель достаточно свежая. Размер вот 24,5 сантиметра выходит стелька, именно нога под них. Если сравнивать с Puma, то это, наверное, 38,5 будет. Теперь перейдем к самой подошве. Это самое, пожалуй, интересное. Мидсол здесь выполнен из пены Bounce. Это такая упругая пена, которая обеспечивает нормальный возврат энергии и амортизации. Но в целом это лишь по заявлению. Так она, на мой взгляд, достаточно твердая, но, наверное, стоит отметить, что упругая. Все же амортизации сильно здесь нет. Это вот главный минус. Потому что пена Bounce, она сама по себе, ну, не очень себя проявляет, как по мне. Хотя есть вот разные виды на разных кроссовках. И на некоторых она действительно работает на ура. Также это, пожалуй, венец в этих кроссовках, это Jet Boost, который в нашем случае, на мой взгляд, оказался даже большущим минусом. Во-первых, по исполнению он как бы так странно выступает по разности, это очень сильно видно.
С одной стороны сильнее, с другой меньше, но правда стоит отметить, что это на обеих кроссовках видно. Значит, буст это по сути тот же стандартный буст, но просто он уменьшенный в размерах. И за счет этого как бы он более тоже упругий и менее прожимается, но больше дает в теории возврата энергии. Но то есть за счет того, что он именно в пятке и в таком месте, он не скажу, что работает прям супер классно. Если мы будем сравнивать с модельками L1, сейчас немножечко разберем в целом спецификации этих моделей. L1 там просто идет баунс по всей подошве, скорее всего перепад дроп 8 мм оптимальный и, ну скажем так, самый такой базовый бюджетный вариант. Затем идет эта моделька X9000 L2, собственно говоря, это прописано на ТПУ вставочке. И получается так, что это вот, наверное, самая золотая середина, учитывая, что здесь все еще сохраняется дроп 8 мм, и их можно рассмотреть для различных тренировок. И при этом буст находится только в пятке и баунс. L3 моделька, там уже идет буст практически по всей площади, но там дело в том, что идет все же вставочка из пены. Наверное, тот же баунс, не нашел информации по этому поводу, но правда я не сильно старался. И в целом там уже перепад 10 мм, буст практически на всю. И L4 это, наверное, самые такие жирные и нажористые варианты, когда буст идет по всей площади. И, соответственно, там перепад тоже идет 10 мм. А чем, соответственно, больше, то будет больше возврата энергии, и вы на большее расстояние можете бежать. Но для тренировок они уже, скажем так, меньше подойдут. Вот, поэтому этот вариант самый такой золотой, на мой взгляд, потому что первая версия достаточно бюджетная, а эти, пожалуй, вот самое то, что нужно. Теперь разберем сейчас телечку, все же я пропустил ее немного. Телечка идет такая вот, стандартная для Adidas, ну, небольшой супинацией как будто. Вот выступает, да, есть она тут небольшая, чувствуется за счет этого выступа, который подошва. Как, не помню, называлась технология Fit Panel или Fit Panel в Adidas в какой-то из моделей бюджетных, кстати. Прожимается средненько, текстиль полностью обклеен здесь, вот на буст и на пенку. Дальше идет все тот же стандартный текстиль. Буквы уже стерлись, вот видно, где нога ступала, конечно же подубилась. Внутри ничего не мыло, если что, извините. Теперь по износу в целом. В них ходили в основном в помещении, но пару раз их надели на улицу, скажем так. Из интересного также стоит отметить технологию Adiwear, которая здесь находится на подметке. Вот только вопрос, ли она либо только на этой стороне, либо на всей. Думаю, скорее всего, на всей. Это более износостойкая подметка, которая менее подвержена стиранию на разных поверхностях, и при этом она будет более цепкая. Вообще эту технологию больше применяют в теннисной и баскетбольной обуви, но конкретно в этих кроссовках ее тоже добавили. Достаточно цепкая, имеет такие треугольнички, причем в разные стороны, и в целом должно быть очень похватистое. Получается вот такая вот темка с ними. Они очень сильно засрались, там где буст, все вот эти впадинки, и мы можем сильно ярко выражены вот эти вот все трещинки увидеть, которые находятся на пене. Вот они все. И они очень максимально плохо оттираются. По сути, эта пена мне очень напоминает смелу. У Пумы есть модельки, которая такая же, идет примерно по плотности, на прожим. Это достаточно плотная, но упругая пена, которая, блин, очень плохо отмывается. Вот со всех сторон. Причем я приложил усилия. Да, я обычной тряпочкой, не каким-то там, образно говоря, супер там жестким материалом это делал, но все равно это очень сложно сделать. Если же посмотреть на буст, то это, ну, вообще, я думаю, уже неисправимо. Все настолько забивается сильно за счет того, что они еще более меньшего размера. Там уже просто бесполезно что-либо делать. Микротрещинки, все это туда позабивалось, как-то их не отмывает, тоже все бесполезно. То есть, если вы будете брать эти кроссовки, рекомендую все же присматривать их только для зала.
исключительно для зала, на белой подошве. Есть варианты с другими цветами подошвы, там и черные, и цвета хаки, и еще разные. Те можно рассмотреть уже для улицы. Буст прокрашенный, он носится просто кайфово, ему абсолютно все равно на грязь, в принципе. Но белый это, ну, просто сразу вид будет, скажем так, терять. Еще странный какой-то пиптик вылез. Когда чем-то случайно зацепили. Чем-то наступили на пятку, вот полоска появилась. Достаточно такой ранимый материал на контакты с какими-то острыми предметами или жесткими. Вот. Ну, а так в целом, если не считать стельку и подошву, верх более чем живой. Если их еще, скажем так, помыть и привести в лучшее состояние, они будут практически как новые. Теперь посмотрим их на ногах.